Если вы признаете, что существует какая-то сила вне вас, какими бы благими качествами вы ее ни наделяли, вы закладываете тем самым в землю семя, которое рано или поздно принесет плоды страха, разрушающего жизнь, любовь и свободу. Джозеф Мерфи. Многие люди в наши дни опасаются наговоров, черной магии, сглаза, проклятия вуду и так далее. Распространилось общее поверье, что есть какие-то скрытые силы, которые могут навредить человеку и отнять у него счастье. Самый большой секрет скрытый в человеке. Вы будете жить полной и счастливой жизнью, если усвоите величайшую из всех истин. Она выражена в книге Второзакония 6.4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Это означает следующее. Слушай, то есть пойми. Израиль, то есть просвещенный человек. Господь, то есть высшая, божественная сила. Бог наш – это то, что управляет нами. Господь един есть, то есть одна сила. Не две, не три, не 10, не 1000, всего одна. Когда мы были еще маленькими и очень впечатлительными, наши родители порой говорили о том, что Бог может наказать, а дьявол искушает людей. Они внушали нам, что если мы будем плохо себя вести, то попадем в ад и будем обречены на вечные муки. Детский ум может мыслить только образно, и в нем создаются мысленные образы Бога и дьявола. Дети представляют себе Бога, сидящего в небесах на золотом троне, окруженном ангелами, а дьявола в адском огне подземелья. Они не понимают, что каждый из нас в действительности сам создает для себя и рай, и ад. Все зависит от того, как мы мыслим, чувствуем и верим. Каждый человек обладает способностями, позволяющими ему поддерживать постоянную связь с множеством необычных возможностей своего мозга. Я часто встречаю людей, которые делятся удивительными историями о непознанных силах, которые кардинально изменили их жизни. Эти знания имеют практический и приземленный характер. Они предназначены для тех, кто желает испытать силу своего разума и достичь давно желаемого. С помощью правильного применения законов подсознания вы сможете добиться мгновенных результатов. Вы найдете простые и эффективные методы для реализации мечты о полноценной и счастливой жизни. Вы будете готовы смело встретить вызовы судьбы, преодолевать трудности и невзгоды повседневной жизни. Эти знания помогут вам освоить специальные техники, которые позволят высвободить скрытые внутри вас сверхъестественные силы. Вы научитесь предвидеть будущие события, и если они окажутся неблагоприятными, изменять их с помощью метафизических сил. Развив свою интуицию и другие психические способности, вы обретете свободу и спокойствие. Вы получите информацию о происхождении черной и белой магии и научитесь справляться с негативными воздействиями, такими как заклятие вуду. С этими знаниями вы освоите экстрасенсорное восприятие и сможете общаться с умершими, определяя, кто из ваших покойных родственников пытается с вами связаться. Многие люди умеют взаимодействовать с бесплотными духами и получать от них мудрые ответы на свои вопросы. Вы узнаете, как экстрасенсы и медиумы используют метод непроизвольного письма, без ручки или карандаша, для точного предсказания будущего. Магия – это искусство производить желаемый эффект или результат посредством различных методов. Мы говорим о магии музыки, магии весны или магии красоты. Магией называют также искусство иллюзиониста, который развлекает публику ловкостью своих рук, извлекая кролика из шляпы или заставляя исчезнуть человека. Для большинства людей магия воспринимается как результат воздействия неизвестных сил. Однако все относительно. Если вы понимаете суть процесса, магия теряет свою загадочность. Даже сегодня в отдаленных уголках мира примитивные племена
могут считать магией такие вещи, как самолеты, радио, телевидение и магнитофоны. Эти изобретения казались бы волшебными еще 150 или 200 лет назад. Мы знаем, как астронавты достигают Луны, и не воспринимаем это как волшебство. В то же время многие природные силы остаются для нас загадкой, и в этом проявляется влияние духа. Мы не видим этот дух, но можем ощущать его через такие понятия, как дух шутки, дух игры, дух музыки, дух доброты, истины или красоты. Ни один богослов не видел Бога, но мы можем наблюдать его присутствие и силу в различных проявлениях жизни. Хотя мы не понимаем, что такое электричество, мы знаем, как его использовать. Суть этой силы остается для нас неразгаданной. Таким образом, каждый из нас творит чудеса в повседневной жизни. Например, когда мы хотим пошевелить пальцем, невидимая сила реагирует на наше желание, хотя мы не знаем, как именно это происходит. Сократ утверждал, что простое движение пальца может влиять на самые удаленные звезды. Это позволяет заключить, что мы все в определенной мере знакомы с магическими силами, которые живут внутри нас, хотя в повседневной жизни мы не называем их волшебством. Под телепсихикой понимается общение с духом, живущим внутри вас. Когда вы молитесь, вы вступаете в контакт с душой, со своим внутренним «я», которое отвечает вам в соответствии с вашей верой. Молодая няня недавно решила отправиться в путешествие на самолете. Но ночью, перед отлетом, с ней случилось удивительное событие. Ей приснился сон, что самолет захвачен преступниками. И внутренний голос сказал ей: «Откажись от поездки». Она проснулась в испуге, но послушалась совета и сдала билет. Случилось так, что этот самолет был действительно угнан. Подсознание помогло ей увидеть это событие еще до того, как оно произошло в действительности, и тем самым защитило ее. Когда она молилась перед сном, план захвата самолета уже существовал и находился в подсознании Вселенной. Именно оттуда ей во сне и пришел ответ на ее молитву. Каждый вечер, ложась спать, она произносит следующую молитву. «Куда бы я ни шла, божественная любовь указывает мне путь, делая его успешным и счастливым. Священная любовь окружает меня. Бог следит за всеми моими делами, и жизнь моя наполнена радостью». Эта молитва – истинный образец телепсихики. Это общение с высшим разумом, живущим в ее подсознании, который все знает, все видит и отвечает на ее мысли. Любое действие и реакция на него носят космический характер. В молитве вы вступаете в диалог со своим внутренним голосом, который многие называют Богом. Его называют также истинным эго, живым всемогущим духом, высшим разумом, сверхразумом, Брахмой, Аллахом и так далее. Существует множество имен для этой силы, находящейся внутри нас, но в любом случае она живет вне времени и пространства. Она вечна и непостижима. Библия называет это «Я есмь», понимая под этим существование, жизнь, сознание, дух. Вам нужно лишь запомнить, что любая ваша мысль побуждает эту высшую силу к ответу. Вы имеете дело с действием и противодействием. Что посеете, то и пожнете. Какой вопрос зададите, такой ответ и получите. Тора однажды заметил, что мы получаем то, что представляем себе. Воображаемые образы, возникающие в нашем сознании, могут стать реальностью. Один торговый менеджер, который регулярно посещает мои лекции в театре Вилшир Эббел, поделился своим способом эффективного использования силы воображения. Он начинает с расслабления и успокаивания мыслей, медленно повторяя про себя слова 22-го псалма. Затем он сосредотачивается на белой стене своего кабинета, проецируя на нее цифры объема продаж, которых хочет достичь к концу года. Долго и внимательно наблюдая за этими цифрами, он ощущает, как они проникают в его подсознание.
В завершение он представляет, как президент компании поздравляет его с достижениями. Менеджер отметил, что он точно чувствует момент, когда эти цифры оседают в его подсознании, и в этот момент испытывает глубокое умиротворение. Это еще один пример телепсихики в действии. Воображаемые образы взаимодействуют с его душой на подсознательном уровне и, укоренившись в сознании, проявляются в чувстве удовлетворения. Он также добавил, что за последние 4 года его достижения в области продаж всегда превышают его мысленные образы. Это подтверждает, что подсознание всегда расширяет границы воспринятых впечатлений. Дайте верный мысленный образ своему подсознанию. Каждый образ, возникающий у вас в сознании, особенно если он носит эмоциональный характер, притворяется в жизнь и каким-то образом проявляется либо внутри, либо вне вас. Если вы не предпринимаете никаких внешних действий, он неизбежно скажется на ваших внутренних умственных, эмоциональных или физических процессах. Поэтому будьте осторожны и не увлекайтесь теми мысленными образами, которые не хотите воплощать в жизнь. Каждый образ, который вы создаете в своем воображении, должен вами реализовываться. В противном случае он проявится в виде душевной, физической или эмоциональной дисгармонии. Вдохновение, возникающее в результате контакта с высшей силой, так же естественно, как дыхание. Вы дышите без усилий, и точно так же божественный разум и творческий дух проникают в ваш ум. Многие люди имеют ошибочные представления о вдохновении, считая его сверхъестественным и мистическим явлением, доступным лишь высокодуховным личностям. На самом деле это не так. Хотя люди, ведущие духовный образ жизни, действительно чаще испытывают вдохновение и спонтанные идеи, любой бизнесмен также может столкнуться с этим, обратившись к своим высшим силам. Вдохновение или божественное наставление могут прийти к вам по любому поводу. Вы можете получить необходимую информацию и решить возникающие проблемы, обратившись к Богу или попросив совета у высшего разума. Представьте, что вы писатель с несколькими опубликованными книгами за плечами. Но когда вы садитесь за чистый лист бумаги с карандашом или пишущей машинкой, идеи не приходят. Вы пробуете пить кофе, но это не помогает. Не отчаивайтесь. Успокойтесь и представьте, что вас наполняют божественные творческие идеи. Вы почувствуете, как знание и творческая энергия заполняют вас, и идеи начнут свободно и радостно приходить в ваш разум. Вы можете настроиться на волну своего подсознания и получить нужный ответ. Надо только успокоиться и сохранять уверенность, что он обязательно придет. Представьте себе, как электричество попадает к вам в дом. Наружная линия электропередач принадлежит электростанции, внутренняя проводка в доме принадлежит вам, а выключатель дает вам возможность замкнуть эту цепь. Точно так же ваше сознание может в любой момент подключиться к необъятному хранилищу знаний, накопленных в подсознании. Вам не придет в голову молиться, пока вы не поверите, что в нашем подсознании таится разум, который все знает, все видит и может ответить на любые вопросы. В Библии сказано: «Прежде нежели они воззовут, я отвечу, они еще будут говорить, и я уже услышу». Итак, вот что вам нужно помнить. Телепсихика представляет собой общение с вашей душой и внутренним голосом, то есть с подсознанием, которое соприкасается со всей имеющейся в мире информацией и силой. Если вы обращаетесь к нему с верой, оно ответит вам. Магия — это относительное понятие. Большинству людей магией представляется результат действия непознанных сил. По сути дела, все силы являются для нас непознанными. Ученые не знают, что такое энергия. Когда однажды какая-то женщина спросила у Эдисона, что такое электричество,
Он ответил: «Мадам, оно просто существует. Пользуйтесь им». В вашем подсознании существуют невидимые мудрость, сила и разум, которые знают и видят все. Вы можете сознательно вступить в контакт с этой вечной и безымянной силой. Вы можете использовать свои внутренние силы для решения возникающих проблем, для обеспечения своего благосостояния, поиска скрытых в себе талантов и нахождения пути к счастью, спокойствию и свободе. Прекратите сравнивать себя с другими людьми. Такой подход ведет к тому, что вы принижаете себя, возводя окружающих на пьедестал. Вы уникальны и неповторимы. Вы отличаетесь от любого другого человека в мире. Прислушайтесь к своим внутренним силам, и вы добьетесь успеха в любой области. Если вы хотите сдать экзамен, не уподобляйтесь остальным студентам. Это вызовет в вас только напряженность и беспокойство. Расслабьтесь, успокойте свои мысли и уверенно говорите себе каждое утро и каждый вечер: высший разум в моем подсознании направит мою учебу в нужное русло, и я сдам с его помощью все экзамены. Когда вы молитесь, то на самом деле общаетесь с собственным подсознанием, которое некоторые называют Богом или высшим разумом. Вы получаете ответ в соответствии с силой своей веры. Иногда вы можете получить его во сне. Одна молодая женщина, которая регулярно обращалась с молитвой к Богу, прося у него наставлений, божественной любви и мудрости, за сутки до своего путешествия на самолете увидела во сне, как преступники захватывают этот самолет. Она отказалась от полета. Причина этого проста. План захвата самолета уже был известен коллективному подсознанию, а ее собственное подсознание, которое является частью всеобщего разума, раскрыло перед ней этот план. Образы, которые вы рисуете в своем воображении, имеют тенденцию сбываться. Менеджер сосредотачивает свое внимание на определенных финансовых показателях по итогам года, и эта мысленная картина переходит в подсознание. В течение последних 4 лет его подсознание увеличивало запрограммированные результаты. Подсознание умножает все, что вы в него закладываете. Бывший алкоголик, который мысленно представляет себе, как он употребляет спиртное, снова начинает пить. Любой мысленный образ, особенно эмоционально окрашенный, имеет тенденцию сбываться. Представляйте себе только положительные моменты и ситуации. Если у вас возникло непонимание с другим человеком, проведите с ним мысленную беседу, основанную на законах любви, гармонии, спокойствия и взаимопонимания. Представьте себе, как в конце беседы вы с чувством полного согласия пожимаете друг другу руки. То, что вы субъективно представляете себе и чувствуете, объективно претворится в реальность. В Библии сказано: «Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Многие люди в наши дни опасаются наговоров, черной магии, сглаза, проклятия Вуду и тому подобное. Распространилось общее поверье, что есть какие-то скрытые силы, которые могут навредить человеку и отнять у него счастье. Когда мы были еще маленькими и очень впечатлительными, наши родители порой говорили о том, что Бог может наказать, а дьявол искушает людей. Они внушали нам, что если мы будем плохо себя вести, то попадем в ад и будем обречены на вечные муки. Детский ум может мыслить только образно, и в нем создаются мысленные образы Бога и дьявола. Дети представляют себе Бога, сидящего в небесах на золотом троне, окруженном ангелами, а дьявола в адском огне подземелья. Они не понимают, что каждый из нас в действительности сам создает для себя и рай, и ад. Все зависит от того, как мы мыслим, чувствуем и верим. Древние люди приписывали все свои радости действиям богов, а все страдания и невзгоды – проискам злых духов или дьяволов, созданных собственным воображением.
Доисторический человек понимал, что на него действуют неведомые силы, на которые он не может оказать никакого влияния. Шаманы говорили в этом случае, что боги гневаются. Чтобы умилостивить воображаемых богов, им приносились жертвы. Солнце согревало человека, но оно же могло и иссушить землю. Огонь согревал человека, но он же мог изжечь его. Вода орошала его землю, но в ней порой тонул его скот и дети. Его понимание внешних сил состояло из примитивных верований в многочисленных богов. Исходя из этих примитивных рассуждений, древний человек возносил мольбы к богам солнца, звезд и вод в надежде, что те услышат и отреагируют на его молитвы. Он приносил жертвы богам ветра и дождя. Примитивный человек делил богов и духов на добрых и злых. Именно отсюда берет начало вера в две основополагающие силы у миллионов людей. Учение о двух началах остается пережитком древних предрассудков. Добро и зло в вашей жизни зависят только от мыслей. Силы природы не могут быть злыми. Все зависит только от того, как мы используем их. Любую силу можно применять двояко. Один и тот же ветер может разбить лодку о скалы или надежно доставить ее в гавань. Вы можете использовать электричество, чтобы поджарить себе яичницу или казнить кого-нибудь на электрическом стуле. Вы можете использовать атомную энергию, чтобы вести корабли через океаны или разрушать города и убивать людей. В воде может утонуть ребенок, а можно утолить ею жажду. Огонь может согреть или сжечь человека. Лишь мы сами придаем цель силам природы. Добро и зло содержатся в голове человека, и нигде больше. Добрые мысли порождают добрые дела, и наоборот. Так называемые проклятия Вуду – это всего лишь негативное внушение. Несколько лет назад я посетил Кейптаун в Южной Африке, где покойная Хестер Брандт попросила меня прочесть ряд лекций в своем Центре ментальных наук. Во время моего пребывания она организовала экскурсию на золотодобывающую шахту в Йоханнесбурге. Работавший там английский врач рассказал мне, что если кто-то из рабочих не соблюдает правил компании, то он получает послание от знахаря Вуду. «Ты умрешь в 6 часов вечера». И действительно, рабочий садится и умирает. Медицинское вскрытие показывает, что никаких видимых причин для смерти не было. Врач полагал, что людей убивает страх, причиной которого становится самовнушение. В древние времена большинство людей верили, что священники или жрецы обладают силой насылать проклятия на тех, кем они недовольны. Жрецы пользовались этим невежеством в своих интересах. Моисей разгадал эту хитрость египетских волхвов. Он полностью развенчал их обман, и в страхе перед ним они отказались от попыток запугать Моисея и его народ. Моисей учил, что сила духа имеет единую природу. Религия египтян была построена на вере во множество сил. Моисей же знал, что Бог един, и эта вера развеяла по ветру все их негативные мысли. Придерживайтесь одной линии мышления. Очень важно, чтобы вы хорошо поняли. Гармония, красота, любовь, покой, радость и все блага жизни проистекают из единого источника. Бог не может сделать что-то плохое, потому что Бог – это безграничная любовь. Бог не может пожелать вам боли, потому что Бог – это абсолютный мир и покой. Бог не может причинить вам горя, потому что Бог – это абсолютная радость. Бог не может пожелать вам смерти, потому что Бог – это сама жизнь. Все так называемые проклятия, колдовство, черная магия, сатанизм и так далее происходят из пронизанной страхом невежественной веры в некую противоположную силу. Существует только одна сила и один Бог. Не два, не три, не тысяча, только один. Вера в злые силы, противостоящие Богу, основывается всего лишь на предрассудках.
Когда люди конструктивно и гармонично пользуются этой единой силой во имя мира и радости, они называют ее Богом. Если же они по невежеству и глупости используют ее в отрицательных целях, то называют ее сатаной, дьяволом, злыми духами. Секрет древних веков состоит в понимании, что Бог един и неделим, что Он представляет собой единую силу, причину и сущность всего. Просвещенный человек отдает всю свою силу, преданность и веру первопричине, духу, а не материальным вещам. Вы не должны отдавать свою силу человеку, палке, камню, обстоятельствам, солнцу, луне или звездам. Ваша сила принадлежит только Создателю. Древний человек приписывал все свои блага действию богов, а все боли и невзгоды – проискам злых сил. Он наделял разумом ветер, звезды и воду, надеясь, что они услышат его молитвы и ответят ему. Вера в две силы – добро и зло – является пережитком этих древних предрассудков. Силы природы не могут быть злыми. Все зависит от того, как их применить. Вы можете использовать электричество для того, чтобы пропылесосить ковер или казнить кого-нибудь на электрическом стуле. Добро и зло существуют в мотивации человека, в его мыслях. Если вы признаете, что существует какая-то сила вне вас, какими бы благими качествами вы ее не наделяли, вы закладываете тем самым в землю семя, которое рано или поздно принесет плоды страха, разрушающего жизнь, любовь и свободу. Колдун Вуду не имеет никакой власти над другими людьми, но если он хочет наложить смертельное проклятие на необразованного человека, то сообщает ему, что тот проклят. Человек, верящий в его силу, поддается внушению, и оно становится частью его собственных мыслей. Миссионеры со смехом встречали насылавшиеся на них проклятия, так как знали, что они не имеют никакой силы. В подсознании нет ничего, на что могли бы повлиять негативные внушения колдуна. Что могут внушения сделать с человеком, полным веры и уверенности в успехе? Он только рассмеется в ответ на такие попытки. Глупо отдавать свою силу другим людям, когда они говорят вам, что молятся о вашем несчастье. Самое лучшее – это рассмеяться им в лицо, потому что у них нет никакой силы, как бы они ни были уверены в обратном. Вся сила от Бога. В этом состоит самая главная истина. Бог мудр и велик. Он Отец всего сущего, Он проявляет себя в гармонии, и ничто не может противостоять этому. Он всемогущ. Соединись с Ним, и если твои мысли – это мысли Бога, то они приобретут Его силу. Негативные мысли окружающих не смогут вам повредить, если вы откажетесь их принять. Эти мысли вернутся с удвоенной силой туда, где они родились. Когда божественная любовь соединяет жену и мужа, то ни один человек не сможет ее разрушить. Бог – это любовь. И если кто-то говорит, что намерен уничтожить ваш брак, благословите его и пройдите мимо. Отдайте свою силу Богу, а не кому-то другому. Ненависть, гнев, ревность и вражда убивают любовь, покой, гармонию, красоту и радость. В высшей степени неконструктивно копить в себе отрицательные эмоции. Это может закончиться смертельно опасной болезнью, острыми психическими отклонениями или сумасшествием. Моисей учил, что сила духа едина. Египетские жрецы верили во многих богов и злых духов. Моисей знал, что существует только одна сила, и развеял их мысли, как мекину, по ветру. Придерживайтесь единой линии мышления, отдавая всю свою силу, признание и преданность одной высшей силе, всемогущему Духу, живущему внутри вас. Придите в согласие с Ним, ощутите исходящую от Него гармонию, здоровье, покой, радость и любовь, и пути ваши всегда будут радостны. Многие люди
имеющие отношение к финансовой сфере, обладают способностью предсказывать повышение и падение курса акций до того, как это происходит в действительности. Причина этого довольно проста. Если какой-то предмет привлекает ваше пристальное внимание, вы начинаете получать о нем подсознательную, интуитивную информацию. Подсознание всегда реагирует на усиленную работу мысли. Никто не может точно знать, каким образом подсознание откликнется на вашу просьбу. Необходимо помнить, что в повседневности мы часто сталкиваемся с проявлениями телепатии между любящими людьми. Отцами, матерями, сыновьями, дочерьми, другими родственниками, друзьями. Здесь не существует смерти. Все те, кого мы любим, остаются для нас живыми. У них сохраняется ум, как и у каждого из нас, и разряженное тело, способное проникать даже через закрытые двери и преодолевать время и пространство. Считать, что ваш отец или мать не в состоянии послать вам телепатическое сообщение из другого измерения, равносильно тому, что отрицать возможность посылки ими такого сообщения из Бостона по телефону или письму. Мы все находимся в сфере космического разума, который объединяет каждого из нас, и каждому дает возможность подключаться к нему. Наш разум и дух — это реальность. Они не могут умереть, потому что Бог — это воплощение жизни. Живой всемогущий дух пребывает в каждом из нас и общается с нами. Тысячи лет назад древние индуистские мистики говорили: «Ты, дух, никогда не был рожден. Ты, дух, никогда не умрешь. Вода не замочит тебя. Огонь не сожжет тебя. Меч не проткнет тебя, и ветер тебя не сдует». Общаются ли бесплотные духи, наши близкие, живущие в другом измерении и имеющие тела, которые находятся в четвертом измерении, с живыми людьми? Я всегда отвечаю, что речь идет не о бестелесных созданиях, а о духах, обладающих определенным телом, будь то в нашем трехмерном мире или в четвертом измерении. Доктор Райн и многие другие ученые продемонстрировали на основе экспериментов, не вызывающих ни малейшего сомнения, что телепатическая коммуникация существует между духами, имеющими тело. Это означает, что вы можете общаться таким образом с друзьями и близкими вам людьми. Если эти люди находятся в другом измерении и имеют там соответствующее тело, они так же живы, как и вы. Многие люди сознательно или бессознательно покидали свои физические тела и обнаруживали себя в другом теле, которое иногда называют тонким или астральным, телом четвертого измерения и тому подобное. Это тело имеет более высокочастотную молекулярную вибрацию. Его можно сравнить с вентилятором, лопасти которого вращаются с такой скоростью, что становятся невидимыми. В научных кругах хорошо известно, что человек обладает не только телом. Было уже неоднократно продемонстрировано, что человек может видеть, слышать и перемещаться в пространстве вне своего физического тела. Покойный доктор Хорнелл Харт, ассистент доктора Райна, провел глубокие исследования человека, находящегося вне тела, и заложил тем самым основу для дальнейших экспериментов. Я подсказал одному человеку способ, позволяющий восстановить в памяти вещий сон, если он вдруг забудется. Когда вы просыпаетесь утром, первым делом скажите себе: «Я помню». В этом случае сон полностью восстановится в памяти. Вы всегда будете получать от подсознания интуитивные подсказки в зависимости от предмета, которому вы уделяете наибольшее внимание. К примеру, если вас очень интересуют какие-то акции, то вы можете получить некоторый внутренний толчок или намек, или ощутить неясное предчувствие, которые заставят вас купить именно их. Возможно, во сне вы увидите название этих акций и их будущую стоимость, как это произошло с одним человеком. Никто не знает, в каком виде ваше подсознание воплотит свой ответ. Поэтому надо внимательно прислушиваться к своим ощущениям,
чтобы воспользоваться данным преимуществом. Если вы ищете пропавшие или потерянные вещи, обратитесь к подсознанию, так, как обитающий в нем высший разум знает ответ на этот вопрос и сможет подсказать его. Доверяйте своему внутреннему голосу, который все видит и все знает. Пути нашего подсознания неисповедимы. Ваше подсознание обладает даром ясновидения и другими сверхъестественными способностями. В нем содержатся все знания и силы высшего существа. Оно может черпать мудрость из самых далеких уголков мира, читать мысли других людей и видеть в закрытых сейфах. Обратитесь к нему с вопросом, прилагая к этому всю свою веру, и ждите ответа. Так же верно, как солнце встает по утрам, исполнится и ваше желание. Если вы утверждаете, что не видите снов или не можете вспомнить, что вы видели во сне, то в момент пробуждения спокойно скажите себе: «Я помню. Все, что снилось вам ночью, тут же всплывет в вашей памяти и совершенно ясно предстанет в вашем сознании». Когда я рассказываю о телепсихике, которая воплощает в себе всю мощь вашего подсознательного мышления, мне часто задают вопрос, что я думаю о материализации духов во время спиритических сеансов. Во-первых, я верю, что связь медиума с душами умерших людей – это всего лишь доминантная идея его подсознания. Мы должны признать факт, что психические феномены существуют. Ваше подсознание обладает даром ясновидения, яснослышания и телекинеза, и эти качества свойственны любому из нас. В нас таятся удивительные силы, о которых мы даже не помышляем. Кто-то утверждает, что все психические феномены объясняются действиями существ, пребывающих в четвертом измерении, или силами подсознания. Фактом, однако, остается то, что все они совершаются силой мысли, независимо от того, в каком измерении она проявляется. Ваше подсознание способно видеть, слышать, чувствовать, ощущать запахи и прикосновения и переноситься из одного места в другое, находясь вне физического тела. Вы можете послать свои мысли за тысячи миль и увидеть все, что там происходит. При этом вас тоже могут видеть. Астральные путешествия хорошо известны и получили научное признание. Было бы вопиющим невежеством отрицать существование таких феноменов, поскольку их испытали на себе тысячи человек. Почему многие предсказания отличаются такой точностью? Когда вы сажаете в землю желудь, в нем уже содержится полная программа развития дуба. Идея величественного дуба должна содержаться в семени, иначе она не сможет воплотиться в жизнь. В земле семя подвергается разложению, а заложенная в нем субъективная мудрость начинает создавать могучее дерево. Ваши мысли подобны семенам, и поскольку разум живет вне времени и пространства, все ваши мысли и их будущие воплощения составляют единое целое. Другими словами, экстрасенс может не только почувствовать мысль, но и увидеть, во что она воплотится в будущем. Мысль материальна. Хороший экстрасенс или медиум видит, чем она обернется, еще до того, как это произойдет в действительности. Медиум настраивается на ваши субъективные тенденции, убеждения, планы и цели и видит их уже претворенными в жизнь. Разумеется, вы можете изменить свое будущее, изменив образ мыслей, так как изменение отношения к действительности меняет саму действительность. Недавно я был в гостях у своего старого друга в Мехико. Среди гостей присутствовала женщина изумительной красоты, которая продемонстрировала нам непроизвольное письмо. Она взяла в руки ручку, и вдруг ее рукой начало управлять подсознательное мышление. Она сказала, что ее рукой водит бесплотный дух по имени доктор Лателья, который, по-видимому, раньше был испанским врачом. Она записала удивительные послания для всех присутствовавших, нас было 8. И каждый согласился, что все написанное
правда. Но самым удивительным было то, что когда она положила ручку и бумагу на пол, ручка начала писать сама, хотя никто к ней не прикасался. Эти записи рассказали о событиях, происшедших в моей жизни и в жизни остальных присутствующих. Кроме того, она предсказала одному человеку из Пенсильвании, что завтра он получит дипломатическую почту, что впоследствии и произошло. Кое-кто может подумать, что ее рукой водило подсознание присутствовавших или некий бесплотный дух из иного измерения. Следует, однако, помнить, что и у ныне живущих людей, и у тех, кто уже перешел в четвертое измерение, имеется и мышление, и тело. Правда, у последних оно не столь плотное, как наши трехмерные тела. Психические феномены вызываются субъективными силами и могут проявляться независимо от наличия физического инструмента. У людей, живущих в четвертом измерении, имеется субъективный разум и плоть. Плоть в библейском понимании означает воплощение, которое не имеет связок, мышц, костей и крови. Каждый из нас располагает бесчисленным множеством тел. В ходе проведения спиритических сеансов отмечалось перемещение материальных объектов, хотя к ним никто и не прикасался. Столы и другие предметы мебели вращались, а однажды в Лондоне я стал свидетелем того, как некая невидимая сила мыла посуду без малейшего прикосновения к ней. В кругах экстрасенсов это умение перемещать материальные объекты без физического контакта с ними называется телекинезом. Большинство людей, практикующих непроизвольное письмо, впадают в полутранс и в этом состоянии могут дать ответы на самые насущные проблемы. Они берут в руку ручку, и подсознание начинает водить их рукой, хотя эти люди совершенно не осознают того, что пишут. Наиболее поразительным является то, что ручка или карандаш могут писать, даже когда к ним не прикасается ничья рука. Мне приходилось наблюдать это много раз. Такие экстрасенсы уверяют, что послания приходят от бесплотных духов умерших родственников или друзей присутствующих. Во многих случаях я должен согласиться, что это действительно так. Однако, читая о бесплотных духах, вы должны понимать, что они находятся в теле, не относящемся к нашему трехмерному измерению. У человека может быть бесконечное количество тел. Нет причин, которые помешают вам слышать голоса умерших родственников из другого измерения. Они часто общаются со своими близкими во сне. Ваша мысль – это ниточка, связывающая вас с бесконечностью. Говорят, что мысль правит миром. Ральф Уолдо Эмерсон утверждал, мысль становится достоянием только того человека, который умеет управлять ею. Мысли материальны. Вы привлекаете к себе то, к чему стремитесь, и становитесь такими, какими представляете себя. Эмерсон говорил также: человек – это то, что он думает о себе. Бог – это дух, а главная способность духа – это мышление. Именно поэтому люди, изучающие законы мышления и духовности, часто говорят: если мои добрые мысли – это мысли Бога, то они приобретают и всю силу Бога. Помните, что понятия «Бог» и «добро» употребляются как синонимы во всех религиях мира. Научитесь с уважением относиться к своим мыслям. Помните, что счастье, успех, покой и радость в жизни зависят от ваших мыслей. Мысли имеют обыкновение сбываться. Ваша мысль обладает определенной силой, и все ваши действия и поступки являются результатом мыслей. Наполните свой разум мыслями о спокойствии, гармонии, любви и добре, и ваши поступки будут соответствовать этой внутренней программе. Когда вы усиленно обдумываете какую-то идею, вы выпускаете на свободу ее скрытую силу. Уильям Шекспир писал: «В нашей власти в случае нужды одни желания, а не их плоды». Все те мысли, в истинность которых вы верите,
обязательно проявится в вашей жизни. Жизнь – это результат ваших мыслей и чувств. Жизненный принцип «Бог» никогда никого не наказывает и не обвиняет. Человек сам наказывает и обвиняет себя, неправильно используя законы собственного мышления. Если он прощает себя и в дальнейшей жизни руководствуется позитивными мыслями, чувствами и правильными поступками, то подсознание автоматически перестраивается в соответствии с этой новой моделью поведения, забывает о прошлом и никогда больше не вспоминает о нем. Любой конец – это всегда новое начало, потому что конец и начало, по сути, одно и то же. Начните новую жизнь, полную веры, любви и доброты, и вы увидите, как свершится чудо. Главное – делайте, верьте, и все у вас получится.